Добрый день, друзья! Приветствую вас на нашем канале Pro et Contra, за и против. Меня зовут Геннадий. Мы на Пунта-Приме, Коста-Бланка, Испания. Наше первое в этом году февральское видео из Испании было посвящено новостройкам на Пунта-Приме, хотя жили мы тогда в Мил-Палмерас. В марте мы переехали в Бенидорм, а в апреле, волею судьбы, мы поселились на Пунта-Приме. Скучные серые панельные дома, о которых я рассказывал в том видео, строятся. Каркасы постепенно закрываются панелями. По сложившейся традиции, в первый день отдыха на новом месте, на побережье Коста-Бланки, мы идем в левую сторону, изучаем, что находится слева от нас. Идем вдоль моря, мимо известного с 1975 года и очень популярного здесь ресторана «Наутилус». Сразу за рестораном начинается узкая дорожка вдоль моря, в сторону Торревьехи. Слева от которой раскинулись владения частной фермы Феррис Альта, принадлежащей компании Ferris Hills. Эта компания была основана в 1998 году с целью управления активами семейного холдинга Мурсия Вела, который, среди прочего, является акционером и управляет отелем Бали в Бенидорме. Площадь фермы примерно 10 гектаров. Раньше Ferris Hills владела не только пальмовой рощей, но и всей прибрежной линией. 9 ноября 2013 года роща состояла из 340 пальм. Из них около 120 экземпляров высотой более 12 метров, среди которых есть экземпляры, достигающие 20 метров в высоту. 23 мая 2016 года компания объявила, что после завершения демаркации границы между сушей и морем муниципалитета Торревьехи, проведенной Министерством окружающей среды, она уступила Костасу 10 890 квадратных метров земли фермы Феррис Альта. Таким образом, образовался пешеходный маршрут от ресторана «Наутилус» до пляжа Лос Науфрагас. После Ferris Hills построила бетонную стену с сеткой по периметру. Компания заявила, что хочет продолжать развитие сельскохозяйственных угодий фермы, ограничив доступ к ней для лучшего ухода и сохранения. До сих пор, говорит Эрнесто Руис, генеральный директор компании, здесь была неогороженная земля, и люди продолжали свободно передвигаться, злоупотребляя территорией и нарушая ее собственную природу и природу ее экосистем. Что же прячется за красивыми словами гендиректора и уродливой бетонной стеной? Посажено большое количество саженцев сосны, немного пальм и плодовых деревьев, но регулярного ухода за территорией незаметно. Много мусора, очень давно срезанных и высохших пальмовых веток, заброшенные хозяйственные постройки, заброшенный водоем и ветряк. Видимо, компания решила законсервировать ферму до лучших времен. Забор им в помощь. А сегодня мы идем направо. По пути встречаются офисы продаж главного героя нашего видео компании Gamendio Constructores. По всей Пунта-Приме разбросаны их рекламные щиты. А так выглядит домик за 750 тысяч евро.
Авто хозяина. Проходим мимо артефактов рядом со стройкой резиденции Посейдония. И таинственного древнего арочного строения на мысе Пунта-Прима. Здесь же развалины предыдущих резиденций. Радуга на земле указывает нам правильный путь. Проходим мимо прибрежных вилл и поднимаемся на набережную. В ресторане Пунта-Прима, как всегда, многолюдно и позитивно. Пляж небольшой, но уютный, с хорошим входом в море. За ним снова огороженная территория и какие-то странные строения вдали. Примерно лет 20 тому назад здесь будто бы упал метеорит. Спалил дотла поселок. Метеорит этот искали, ну и, конечно, ничего не нашли. Потом тут стали пропадать люди. Уходили сюда и не возвращались. Ну и, наконец, решили, что метеорит этот не совсем метеорит. И для начала поставили колючую проволоку, чтобы любопытствующие не рисковали. Вот тут-то и поползли слухи, что где-то в зоне есть место, где исполняется желание. Ну, естественно, зону стали охранять, как зеницу ока. А то мало ли у кого какие возникнут желания. Ну, а сами-то вы что думаете? Да ничего я не думаю. Что угодно. Послание человечеству, как говорит один мой коллега. Или подарок. Ничего себе подарочек. Зачем им это понадобилось? Чтобы сделать нас счастливыми. Чтобы сделать нас счастливыми.
вами увидели случай так называемого массового гипноза. Это чисто научный эксперимент, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует. Попросим маэстро Воланда разоблачить нам этот номер. Примерно лет 30 тому назад, 30 ноября 1990 года, сектор D, сегодняшний пустырь, попал в генеральный план городского развития Орюэллы и был классифицирован как земли, запланированные под жилую застройку. План застройки был детально разработан и утвержден городским советом Орюэллы 2 мая 1995 года. А 30 июля 2002 года муниципальный пленум окончательно утвердил частичный план благоустройства сектора D. Сектор D1 был разделен на два блока исполнения. ИЕ-1, который был полностью выполнен, и ИЕ-2, комплексную программу действий которого окончательно утвердили на муниципальном пленуме в феврале 2007 года вместе с проектом урбанизации. После этого застройщиком компании Gamendio Constructors, знакомой вам по нашему видео как строитель унылых серых панельных домов на Пунта-Приме, были произведены дорожные работы. Работы по инженерным сетям, канализации, воде и электричеству. Но работы были в этом же году остановлены. Возможно, реализации проекта помешал экономический кризис. Возможно, и протесты местных жителей, которые потребовали, чтобы этот план прошел оценку воздействия на окружающую среду. На этапе выполнения работ по урбанизации было замечено присутствие охраняемых видов флоры и фауны, что привело к его остановке в 2007 году. Сам проект был грандиозным, при том, что его всегда называли частичным планом. Согласно вышеупомянутому частичному плану ИЕ-2, компания Gamendio Constructors будет иметь возможность освоить пригодную для застройки площадь жилыми комплексами и гостиничным фондом в размере 263 тысячи квадратных метров, из которых 64% предназначено для жилого использования и 36% для гостиничного использования. В октябре 2009 года в результате обнаружения воздействия на флору и фауну проект был снова изменен, но протесты продолжались. Претензии защитников природы группы Salvemas Kala Mosca касаются двух охраняемых и эндемичных видов в этом районе. Gelianthemum caput felis, цветок кошачья голова, и сохранение популяции улиток Tudarella mauritanica. Эта эпопея не утихает и до сегодняшнего дня. Уже в июле 2022 года Дженералитет выпускает благоприятное заявление о воздействии на окружающую среду, считая, что условия для эффективной защиты охраняемых видов застройщиком соблюдены. 2 февраля 2023 года городской совет Орюэллы опубликовал указ, сообщающий ответственности об изменениях проекта переделки сектора D1 УЕ-2 Аламеда Дель Мар, более известного как Кала Моско, на период 1 месяц для предъявления возражений. 31 марта 2023 года мэр Каролина Грасия сообщила о запросе отчета, который она представила в Генеральный секретариат городского совета, чтобы проверить, соответствует ли модификация проекта урбанизации Аламеда Дель Мар Кала Моско гидравлическим требованиям. Каролина Грасия пояснила, что 8 марта было подписано соглашение об окончательном утверждении этого документа, чтобы его можно было поднять и утвердить советом управляющих. От девелоперской компании я получила в течение 2 дней 2 письма для прессы, чтобы немедленно утвердить модификацию проекта, пояснила мэр, уточнив, что эти письма содержат предупреждение о преступной безответственности меня как мэра. Эта предполагаемая угроза будет мотивирована моим предполагаемым бездействием. При этом Каролина Грасия заявила, что прежде чем он будет одобрен советом управляющих, необходимо провести должное изучение органами, принимающими решения. При этом она напомнила, что проект обрабатывался 2 десятка лет и насчитывает тысячи страниц. Нам не нравится, что Кала Моско будет урбанизирована, но наша основная цель состоит в том, чтобы любое решение, принятое городским советом, соответствовало максимальной законности и позволяло согласовать законные частные интересы промоутера с общими интересами нашего муниципалитета. Очередной крайний срок назначен на 4 мая 2023 года. Городским властям и активистам хочется, чтобы этот пустырь был в таком состоянии еще лет 20, чтобы в 2045 году отметить его 50-летие и попасть в книгу рекордов Гиннесса. По скриптум. Желтые цветочки, кошачья голова, растут на всех пустырях в округе. И улитки тоже. Активисты поют свою песню «Хари Кришна» и водят хороводы аккурат перед муниципальными выборами. Не были замечены в уборке мусора и отходов после бомжей для защиты цветочков и улиток. До свидания, друзья! Смотрите наши видео, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ругайте, хвалите, подписывайтесь на наш канал. Мы будем знать, что не зря делаем свою работу.